Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В конце января стало известно, что воры в законе нашли способ избежать наказания за статус лидера преступного сообщества, появившегося в Уголовном кодексе России в 2019 году. Криминальные боссы теперь идут на хитрость и публично отрекаются от своих воровских титулов, чтобы избежать тюрьмы. Однако в преступном мире все знают, что эти отречения – лишь видимость, уловка, призванная обмануть следственные органы, а потому положение воров в законе после таких заявлений никак не меняется. Об этой и других тенденциях, которые появились за последнее время в воровском мире России и стран бывшего СССР, рассказал известный криминалист, подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов. Все договоренности в воровском мире происходят на сходках. После того, как в апреле 2019 года в Уголовный кодекс Российской Федерации появилась статья 210.1, которая ввела наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии, естественно, от воров в законе пошла ответная реакция. В свое время в Грузии при президентстве Михаила Саакашвили уже был реализован похожий сценарий с антиворовским законом. Криминальные авторитеты поняли, что теперь и в России их будут хватать и сажать за принадлежность к воровской касте. Но российские воры в законе были готовы к этому. Если раньше у авторитетов на камеру спрашивали про их статус, чаще всего можно было услышать, как они с гордостью признавались, что являются ворами в законе. Говорили «я – вор», так, как будто они не воры, а академики. А сейчас времена изменились. Теперь они ведут себя скромнее и отвечают так: «Для вас я не вор, а те, кому надо, и так все знают». Вот такой уклончивый ответ. Фактически через него авторитет отрекается от статуса. Я на тех сходках не присутствовал, но, видимо, среди воров была достигнута договоренность, что они свой титул отныне не афишируют. И теперь, если у авторитета на камеру спрашивают, является ли он вором, тот может ответить «нет», и это не будет считаться отречением в преступном мире. Кстати, одним из первых эту новую форму защиты в 2019 году опробовал подмосковный вор в законе Олег Мухамедшин, Муха Люберецкий, который на камеру якобы публично отрекся от титула. Но в воровском мире никаких санкций к нему за это не применили. Фактически воры поняли, что такая форма защиты прокатила, и ее взяли на вооружение. Когда авторитетов в Грузии стали пачками задерживать и сажать, они тоже бравировали своим статусом. И если вор в законе хотел избежать уголовной ответственности, то он должен был публично отречься от титула. Причем запись с отречением оставалась в МВД и после того, как вор освобождался от ответственности. Если же он отказывался отрекаться, то получал 5 лет. К слову, такой же суровый подход к ворам в законе практикуют и в Белоруссии. Как только там появляется вор, он тут же садится в тюрьму, неважно, за что. В Белоруссии у воров под ногами горит земля, поэтому они в основном бегут оттуда. Лукашенко четко сказал: «Мне никаких воров в республике не нужно». А потому там никто с ними не церемонится, рассказал Игнатов. По его словам, воры в законе 30-х годов, 80-х годов и наших дней – это три большие разницы. Ворам прошлого и не снились блага воров сегодняшних. Раньше традиционно считалось, что у вора не должно быть ни дома, ни семьи. По сути, вор, он же кто? Бродяга. Его удел – тюрьма. На свободе побыл немножко и опять за решетку, наводить движуху, как сами воры говорят. Вор должен помогать арестантам, обеспечивать порядок за решеткой и не допускать там беспредела, а потому большую часть своей жизни он должен находиться в местах лишения свободы. Какой уж тут дом и семьи. Ни у кого из воров раньше не было не то что бизнеса, обычной работы. Не было никаких привязанностей. Вора отличала готовность в любой момент спокойно отправиться в тюрьму или в лагеря. А там, за решеткой, его обязанностью было прививать арестантам воровские законы и понятия. По сути, вор в местах лишения свободы привлекал в преступный мир новых участников, пополнял его, делая из обычных хулиганов матерых уголовников. Но сейчас все изменилось. Жизнь не стоит на месте, и преступный мир тоже меняется с течением времени. Нынешние воры избегают тюрьмы, не хотят этой тюремной романтики. У них есть роскошные дома, такие, например, как у Захария Калашова, Шакра молодой. Сегодня у воров есть жены и дети.
Они ведут бизнес, зарабатывают деньги, а значит, им есть что терять тут, на свободе. Поэтому сегодня воры в законе стараются защитить себя, и для всего остального мира СМИ и правоохранительных органов представляются обычными гражданами. Игнатов также рассказал о том, как опасно сотрудникам правоохранительных органов сотрудничать с ворами в законе. Но сегодня мы наблюдаем, как задерживаются сотрудники правоохранительных органов, в том числе высокопоставленные, которые пытались строить нелегальный бизнес вместе с ворами в законе и брали от них взятки. Вот это я никогда и никому из правоохранителей не советовал бы делать. У воров есть свои законы и понятия. И если один из них когда-то дал оперативнику взятку, неважно сколько, начиная от рубля и заканчивая $1 миллион, то такой опер у вора с руки съел. А значит, вор вправе управлять им как угодно. И если такой опер скажет вору, мол, кто ты такой, чтобы мной командовать, вор ему ответит: а ты забыл, с чьей руки жрешь? Ты теперь сученый мент, и ты у меня в кармане. И в этой ситуации силовик ничего уже сделать не сможет. Он фактически попал под полный контроль вора в законе. Любая игра с криминальным миром чревата последствиями. Таких ментов либо сажают свои, либо воры сдают за ненадобностью. Но это еще не самое страшное, ведь можно и на пере оказаться, получить ножевое ранение. Такие случаи тоже бывают, когда находят тело полицейского, убитого при невыясненных обстоятельствах. Начинают это дело расследовать и находят, что погибший имел неслужебные контакты с ворами в законе. Я сам по служебной необходимости лично общался с ворами во время работы в столичном управлении РУБОП. И я сделал вывод, что воры – люди грамотные и начитанные. Они прекрасно разбираются в разных областях, в том числе в музыке, искусстве и литературе. Это довольно незаурядные и талантливые люди. Вообще дурак, даже самый грозный и накачанный, никогда не станет вором в законе и одним из лидеров преступного мира. Для этого нужны незаурядные умственные способности, и воры, как правило, ими располагают. При этом я не беру в расчет тех, кто покупает воровские титулы за деньги. Я говорю о серьезных людях. А бывали случаи, когда кто-то из силовиков заводил дружеские отношения с ворами. Честно говоря, я таких случаев не знал. Были служебные контакты, без этого никуда. Могли быть договоренности по службе. Вот с одним в середине 90-х договорились, что отпускаем его уголовное дело. То есть мы как сторона обвинения ни на чем не настаиваем, он сам с делом разбирается. А взамен вор прекращает беспредел в Москве с похищениями людей. В итоге этот авторитет откупился и решил свои вопросы, чтобы его не посадили в тюрьму, а в Москве резко прекратились похищения детей бизнесменов и банкиров. Поэтому такие служебные контакты с ворами служат лишь одной цели – найти компромисс, который помог бы снизить уровень преступности, рассказа Игнатов.